Многие спрашивают, откуда берутся такие огромные очереди на выборах самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Я Виталий Сизов, и я расскажу вам, откуда берутся эти очереди и почему выборы, назначенные на 11 ноября в Донецке и Луганске, нельзя считать нормальным избирательным процессом. И не только потому, что эти выборы призывают отменить ряд европейских стран и Соединенные Штаты Америки, и не только потому, что они противоречат Минским соглашениям. Еще в 2002 году Венецианская комиссия утвердила Кодекс надлежащей практики в избирательных делах. Это такой справочник о том, как надо проводить выборы. Он гласит, что для реализации основных избирательных прав необходимо действие основных свобод человека, прав и свобод, таких как право на собрание, право на ассоциации, свободу медиа. Этой базовой основы для проведения действительно свободных выборов сейчас нет ни в Донецке, ни в Луганске. Сотни тысяч жителей Донбасса, которые сейчас находятся на неподконтрольной территории, либо которые стали переселенцами и которые не поддерживают интеграцию в Россию, либо существование этих территорий как независимых образований, они не имеют своего представительства на этих выборах. Более того, они не могут открыто декларировать свои взгляды, потому что такая позиция преследуется. Более того, даже пророссийские кандидаты не могут нормально участвовать в этих выборах. Так, бывший народный губернатор Донецкой области Павел Губарев был снят с выборов как человек, который собрал недостаточное количество подписей в свою поддержку. Бывший полевой командир и командир батальона боевиков «Восток» Александр Ходаковский просто не смог попасть на территорию Донецкой области для участия в выборах. Его не пустили российские пограничники. Но эти двое еще относительно легко отделались. Бывший самопровозглашенный министр обороны ДНР Игорь Хакимзянов пострадал в результате направленного взрыва после того, как он заявил о своих претензиях на пост главы ДНР. К выборам были допущены только откровенно технические кандидаты, которые не могут составить конкуренцию ставленнику Москвы Денису Пушилину. В медиа и средствах массовой информации присутствует практически только один Пушилин, а любая активность против него запрещена. Депутат так называемого Народного совета ДНР Александр Смекалин так и не смог провести свой митинг против выборов без выбора. После того, как он заявил о таких намерениях в социальной сети, он был задержан органами внутренних дел ДНР. Но это далеко не все вопросы к этим так называемым выборам. Сам избирательный процесс организован так, что если даже все жители неподконтрольных территорий решат проголосовать, они не смогут этого сделать. Я объясню вам почему. Центральная избирательная комиссия группировки ДНР заявила о том, что она создала 408 участковых избирательных комиссий для организации голосования на неподконтрольных территориях Донецкой области. До войны на территории Донецкой области, по информации областного управления статистики, проживали 4 миллиона 400 тысяч человек. Для организации выборов 2010 года, президентских выборов, на этой территории было создано 2510 избирательных участков. Для организации парламентских выборов 2012 года были созданы 2444 избирательных участка. Управление статистики ДНР сообщает, что сейчас на территории неподконтрольных районов Донецкой области проживает почти 2 миллиона 300 тысяч человек, то есть примерно половина довоенного населения. Логично предположить, что для организации нормальных выборов для такого количества населения необходимо вдвое меньше избирательных участков, чем их было в довоенное время. То есть, если до войны их было около 2500, то теперь их должно быть около 1200-1250 избирательных участков. Но создано всего 408 избирательных участков, что приблизительно в 3 раза меньше от необходимой цифры. Такая же ситуация на территории подконтрольной ЛНР, где местная избирательная комиссия создала 316 избирательных участков для населения, для которого до войны создавали около 1000 избирательных участков. Во всех демократических странах явка на выборах редко превышает 70%. Если бы в довоенное время на 2500 избирательных участков вдруг пришли 90% избирателей, это уже бы создало огромные очереди. Что-то подобное было в 2004 году. А теперь представьте, что избирательных участков стало в 3 раза меньше.
какой огромный ажиотаж можно на них создать. Но если все люди вдруг решат проголосовать на этих участках, то их не хватит просто для организации нормального голосования. Но если вы хотите сэкономить на организации выборов и показать якобы высокий интерес и ажиотаж, то эта схема вполне работает, тем более в условиях выборов без выбора.